Здравствуйте, самые лучшие зрители. Меня зовут Полина. Вороне как-то Бог послал кусочек сыра, а мне достался огромный мешок с джинсовой ветошью. Большие куски зеленой джинсовой ткани. Шикардос. Попробуем воплотить мою давнюю мечту. Сшить коврик-потрепыш. Я видела работы других мастеров. Ну что сказать, только горестно вздохнем и покажем правильный способ шитья потрепыша. Для начала определимся с размерами. У меня есть два шаблона. Один 15 на 15 сантиметров, а другой чуть побольше. Работаем с большим. Самый главный секрет правильного потрепыша — все детали надо выкраивать по косой. Определяем, где у ткани долевая. В наших деталях долевая проходит строго по диагонали. Получается, что все срезы идут под углом 45 градусов. Это очень важный момент. В этом случае из открытых срезов не будут сыпаться нитки. Итак, у нас заготовлены джинсовые квадраты и ткани для внутренней части. Обратите внимание, они такого же размера и тоже выкроены по косой. И еще приготовим квадраты меньшего размера из утеплителя. А вот теперь будем собирать сэндвичи. Джинсовый квадрат, утеплитель, ткань для верхней стороны. Скалываем их булавочками. Дальнейшая работа самая простая. Мы прошиваем, простегиваем наши заготовки по диагонали. И еще у меня утеплитель собран из кусочков, поэтому прошиваю не только по диагоналям, но и делаю дополнительную стежку и по самому блоку. Строчку я выставила фигурную, самый простой трикотажный шов, зигзаг в 3 стежка. Готовые детали слегка проутюживаем, чтобы дальше было легче работать, и делаем предварительную раскладку, художественный беспорядок. Дальнейшее соединение блоков не совсем обычное. Мы их складываем вместе джинсовыми сторонами друг к другу, а строчку прокладываем по цветной стороне на расстоянии примерно 1,5 сантиметра от края. Для того, чтобы шить ровно, ориентируемся по отметкам на швейной машинке. Строчку делаем крепкой, мелкой. И еще по возможности хорошо бы эти места прошивать несколько раз, потому что других швов не будет. Вся нагрузка ложится именно на эти строчки. Получается такое соединение. С джинсовой стороны все чисто и аккуратно, а с лицевой открытые срезы. Но так как они сделаны под углом 45 градусов, из них ничего не сыплется. Так мы постепенно собираем все полотно. Отшитые ряды держатся на соединительных нитках,
Остается только сделать горизонтальные швы. Прошиваем их также на расстоянии 1,5 сантиметра от края. В местах соединений швов припуски расправляем на 2 стороны. Шьем не торопясь. По несколько раз прошиваем одно место. Девочки, дорогие мои, хочу сообщить вам новость. Сейчас создала канал на Бусти. За символическую плату вам будут доступны новые видео и подборка лучших мастер-классов. Все это в хорошем качестве и без рекламы. Это дает вам возможность финансово поддержать канал в наше нестабильное время. Буду очень благодарна за поддержку. И получается у нас такой коврик-растрепка. Раскладка у меня была 5 на 6 квадратов. Размер получился 75 на 90 сантиметров. Края можно просто обработать бейкой. С обратной стороны все чисто, аккуратно. И сами видите, уже простегано. А с открытыми швами ничего делать не надо. Сыпаться ткани не будут. А после стирок эти срезы слегка распушатся, и будет тот самый эффект синели, пушистого края, который так привлекает рукодельниц. Вот так. Все гениально просто. И мы легко шьем самые сложные проекты, без шума и пыли. Все чисто, без мусора. Девочки, дорогие мои, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Не ждите чудес, чудите сами. А свои результаты покажите в наших группах ВКонтакте и Одноклассниках. Жду вас всех на платформе Дзен. Там сейчас уже перенесен весь архив с Ютуба. Ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!